Друзья, всем привет! Вы на канале Motorstruck. Это канал про моторы грузовиков. Вот у нас двигатель DXi 11. Разобрали, собрали уже его. Ну, разборка у меня там тоже мало, сборка неполная. То есть у меня не получится видео такие, как на разбор грузи, когда он полностью меня снимает и увлечен именно качеством съемки, как снять, как показать и так далее. У меня я не могу раздвоиться, то есть и сделать и правильно работу, и, соответственно, правильно качественное видео. Поэтому у меня больше все-таки на качество сборки уделяю свое внимание, а на видео уже как получится. Так что не обессудьте. Критики, конечно, много в мой адрес, может быть, еще из-за этого тоже я не выкладывал в последнее время видео, потому что многим это уже не нравится. Моя подача, соответственно, видео. Здесь у нас МАН Евро 6, мы переделываем под Евро 5 двигатель. Достали радиаторную группу, глушитель. Вот. И, соответственно, ждем двигатель. Скоро его привезут и будем сюда его устанавливать. Радиаторная группа уже есть. Будем вкидывать. Про Renault DXi я рассказал. И сейчас у нас еще вот Ибека. Ибека курсор 10 F3A. Тоже, кому интересно, попробую сейчас это подснять. И если получится, соответственно, выйдет на моем канале. Вы подписывайтесь и ставьте лайк. Пишите комменты. Нужно ли вам такого формата видео. Всем приятного просмотра. Так, приехал к нам Renault DXi 11 440 лошадиных сил. Жор масла сильный. Сняли форсунки, смотрим камерой. Ну, этой камерой у нас увидеть не получается. Будем смотреть с помощью эндоскопа. Шестой цилиндр. У нас имеются вот такие вот забиры на гильзе. Поршень, вниз, выше, если идет вот так вот полоски. Сейчас попробую. Пятый цилиндр у нас вот такие задиры. Четвертый и последующие получше, но тоже имеются. А виной всему у нас песок в выпускном тракте. Здесь вот сколько много песка. И будем выяснять, как он сюда попал. А вот здесь вот именно причина подсоса. Здесь вот полая дырочка. Здесь она полая идет сюда. Вот здесь и есть причина подсоса. Вот. Так, с помощью Даньки какой-то матери сняли мы коробку. У нас она совсем не хотела вылазить из-за того, что у нас подшипник рассыпался. Вот он. Здесь пришлось нам, прикипел он прям к валу первичному. Нам пришлось откручивать корзину, чтобы вместе с корзиной открутить. Коробку мы открутили, сняли, открутили подушки двигателя. Извлекаем двигатель из своего места.
Apple? Так, у нас стартер, он уже наладом дышит. Под замену человек говорил, что уже плохо заводился через раз, думал на венец, виноват, но виноват стартер. У нас маховик под замену. Здесь все размолотило, раздолбило, терло. Также у нас текла помпа под замену. Ну и дальше будем диагностировать, смотреть, что еще найдем. Ну и здесь так выглядит насос бура. Хорошо углов почистил. Я, да. А я... Нормально. А тут есть разница, с какой стороны ставить? Естественно. Как? Объясни. Да. Или они только ставят в одном положении? Да. Да. Вот эта сторона приняла себя. На все. Вот эти вот рисочки с гон-маслом должны быть со стороны, то есть это трущая, значит, деталь должна быть со стороны вращающей части. Соответственно, со стороны коленвала. Там, где блок оно стоит, а здесь трется. А он наоборот станет? Ну, в некоторых моторах может стать. А в этом случае нет. Есть. Ну, хрен его знает, может, ты смогешь. Бывают специалисты всякие. Не давай там лишних запчастей не закидывай двигателем. Не надо? Нежелательно. Затягиваем коренные болты 150 на 120.
Так, шестерни мы выставили по меточкам. Все шестерни установлены. Также установили масляный насос. Нанесли герметик, установили сальник. И устанавливаем промплиту. Ой, точнее кожух маховика на свое место. Сними-ка. Ну, вообще-то ты его не так уж. Да? Не я такой. Показывай. Итак, фронт у нас идет вперед. Все идут на фронт. Так, до такого вот состояния мы уже собрали двигатель. В таком положении установили
поддон. Накинули всю навесочку. Сейчас мы будем его ставить на ноги. В горизонтальном положении, вертикальное его положение. И будем устанавливать головку блока цилиндров. Головку также уже подготовили. Подготовили мы столбик. Подготовили головку блока цилиндров. Заменили стаканчики. Притерли клапана, заменили выпускные клапана. Устанавливаем на свое место. Два болта ГБЦшных. Сзади. Тяги в течение часа закрутить. Снимаешь? Так. Головку установили, теперь мы затягиваем здесь болты, притягиваем головку к плите. То есть сейчас у нас тут зазорчик. Это мы не в пиджаках сейчас работаем. 19 длинная была, ударная. Мы устанавливаем распредвал на новые вкладыши. Приподними. Что, тяжелый, что ли? Да. Ну, сейчас легче пошли. Пустотелые. Приподними, пожалуйста. Они легче и ломаются чаще. Кулачки проворачивают у них. Поэтому ты без работы не останешься. Все, теперь мы вторую часть брызги. Довели. Получается, это пустотелый? Это не пустотелые. Ну, какие пустотелые. Евро 6 идут пустотелые. Вон еще евро 6? Да. Кашный двигатель. Кашный. Атар? К. Какашка двигатель. Да? Да. Сколько?
Распредвал, на трубу одеты, короче, эти самые кулачки, и они проворачиваются. Заходи на мой канал, и там увидишь. Много интересного. Я видел. Там было написано видео от подписчиков такое, да? Ну, это коллеги. И смазать надо? А? Смазать надо? Ну, тряпки, да, смазать. Закидай тряпки. Вот уже. Ты правильно ставишь, нет? Ты правильно ставишь? Итак, установили мы распредвал. Эти мы еще пока не зажимаем. Поджали чуть-чуть. Выставили мы ТДЦ. Меточка, черточка. Между этих двух. Одна, вторая. И между ними. А то многие звонят, спрашивают. Набирают мне и потом спрашивают, куда ставить. Вот так вот посередине поставили. Поставили ВМТ, ОТ, точечка на маховике. И ставим теперь мы шестерню. Ты совпадаешь? Не попадаешь? Не умеешь попадать, молодой еще. На себя надо повернуть. Куда? Распредвал. А почему не крутится? Пиздец. Все сломал. Расслаблять надо? Не надо ничего расслаблять. Давай я тебя поставлю. У каждого свое нахуй. Вот здесь у нас мы выставили ТДЦ. И вот здесь вот есть проверочная на шестерне. Вот так вот. Вот с этим вот. Вот так вот должно это выглядеть. Все, теперь ставим демпфер. Гаситель колебаний распредвала. И вот хоть попадешь? Да. Насаживай, насаживай. Затягиваем болты шестерни распредвала моментом. Каким? 45 ньютон-метров и доворот на 90 градусов. 45-90. Потом будем регулировать вот эту шестерню зазор. Нам главное клапана отрегулировать. Остальное ты же сам. Устанавливаем ось коромысел или коромысел на свое законное место. Я тебе даже помогу. Так, заведи камбал. Включай. Подоспел у нас. Собрали мы двигатель DXI, установили, производим запуск.